Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю, узорчиков на канале много, и чтобы вы не растерялись, да, узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Раздел «Плейлисты» находится на главной странице канала. Нажимаете и видите большое количество папочек, выбираете, которая вам понравилась, и смотрите видео. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Так, все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Самое главное правильно подобрать крючок. Итак, я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня, потому что много новичков, и они спрашивают, что это за ниточки. Смотрим. Alize Angora Gold называются они. В 100 граммах находится 550 метров. Сразу пока не забыла. Цвет 152. Ну, я думаю, что это 152. Идем дальше. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, я данную пряжу вязала всегда 3, поэтому я сегодня точно так же беру 3. Так, вы точно так же изучаете аннотацию, рекомендации от производителя к своей пряже, подбираете крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Я наберу ровно 2,5 раппорта, то есть 14, 14 и 7. Так? И дополнительно наберу справа и слева по 3 воздушные петельки. У нас будет 3 кромочных столбика, 3 кромочных столбика. Итого получается, я наберу аж 41 воздушную петельку. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Угу. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я буду набирать 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот такой вот у меня будет сегодня образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно новичкам, советую сделать вспомогательный ряд. Пусть он будет из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Это и есть столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот мы медленно, медитативно идем по всей цепочке, провязываем столбики с накидом со своей скоростью, да, и контролируем. Количество столбиков по итогу получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Несложно, да? То есть, смотрите, в моем случае получается, я набрала 41 воздушную петельку, значит, должен получиться 41 столбик с накидом. И не забывайте, что первые 3 вот эти петельки подъема мы считаем за столбик. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Так? И в конце ряда встречаемся. Договорились? Не сложно? Совсем не сложно. Давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. В следующий столбик, под верхушку следующего столбика нырнули и провязали столбик с накидом. И в следующий столбик столбик с накидом. И у нас получается 3 столбика с накидом, да, то есть первые 3 петельки это имитация столбика. Это 3 кромочных, назову его их столбики. Я буду начинать ими ряд и буду заканчивать ими ряд. Далее смотрим. Теперь непосредственно сам узорчик. Вначале делаем столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем один столбик, в следующий столбик, столбик с накидом.
у нас получилось вот такое вот окошко. Да? Воздушная петелька. Пропускаем один столбик в следующий столбик, столбик с накидом. У нас второе окошко получилось. Воздушная петелька. Пропускаем столбик и сюда дальше столбик с накидом. Третье окошко. Как только 3 окошка у вас получилось, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом. И у нас такая вот рогаточка получилась. Смотрите. Видите? Угу. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаете 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й провязываете столбик с накидом. Все. И далее у вас идет повторение. То есть вы опять делаете 3 окошечка. Так? Потом арочку, рогатку, арочку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Столбик пропустили. Столбик с накидом. Угу. Окошечко. Точно так же столбик пропускаем. Столбик с накидом. Второе окошечко. Воздушная петелька. Столбик пропускаем. И в следующий столбик столбик с накидом. Третье окошечко. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й провязываем рогатку. Столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. Вот наша рогаточка. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик с накидом. И так далее. Шагаете до конца ряда. Угу. Сколько у вас непосредственно сделано для образца петелек. Провязывайте до конца, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте. Так, смотрите, вот я провязала, получается, еще 3 окошечка. Так? И вот, закончила я ряд 3 столбика с накидом. Поняли, да? То есть по итогу здесь видите, как 4 столбика. Точно так же, как и в начале ряда. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вот мои столбики, так, кромочные. И я их провязываю столбиками с накидом. Раз. И столбик с накидом 2. По итогу вместе с 3 петельками подъема у меня получается здесь 3 столбика с накидом. Идем дальше. По узорчику повторяем. Там, где столбик с накидом, мы провязываем столбик с накидом. Там, где окошко, смотрите, мы делаем накид, ныряем в окошко, вытягиваем ниточку вот так вот на высоту нашего столбика, держим на крючке, не провязываем. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же. 4. Накид сюда же. 5. Я буду делать 5 накидов, 5 петелек. Вы можете делать больше, можете делать меньше. Но чем больше накидов и петелек, тем эффектнее выглядит пышный столбик, и тем больше он съест вашу пряжу. Поэтому смотрите, как вам будет удобно. Все провязываем вместе до 2 петелек и 2 петельки вместе зафиксировали. Есть. Далее, смотрите, накид, следующий столбик, и мы провязываем в него столбик с накидом. Там, где у нас окошко, мы в окошко провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Следующий столбик стоит, и мы в него столбик с накидом. Дальше опять окошечко, и мы в окошечко 3 пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Все. Вот наши 3 окошечка и вот наши 3 пышных столбика. Закрываем наше окошечко, да, смотрите, столбик с накидом, столбик с накидом. Все. Теперь переключаемся на нашу рогаточку. Для начала 1 воздушная петелька и в рогатку, вот в эту арочку, провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2, 3, 4. Воздушная петелька. И опять сюда же возвращаемся и провязываем точно такие же 4 столбика с накидом. Раз,
2, 3, 4. Смотрите. И у нас вот в нашей рогаточке, вот в этой арочке большой, получился вот такой вот веерочек. Одна воздушная петелька и перепрыгиваем на наши окошечки. Там, где столбик, мы помним, да, провязываем столбик с накидом. Там, где окошечко, мы будем делать пышный столбик. Раз пышный столбик, два пышный столбик, три пышный столбик. А потом опять веерочек. Поняли? То есть дальше идет повторение. Все. Я надеюсь, что не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала окошечки и веерочки. У меня по итогу получается вот, да, раз, два, три раза повторяются окошечки и всего лишь только 2 раза веерочки. Ну и закончила я ряд, смотрите, 3 столбика с накидом. Поняли, да, мои кромочные столбики. Итак, 3 петельки подъема. Идем дальше, поворот. Опять провязываем вот эти наши 2 первых столбика столбиками с накидом. Раз. И столбик с накидом 2. Есть. И далее приступаем к узорчику. Итак, смотрим. Здесь у нас стоит столбик, и мы делаем столбик с накидом. Далее у нас стоит пышный столбик, мы здесь делаем окошечко. Воздушная петелька. Перепрыгиваем пышный столбик к следующему столбику с накидом и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Перепрыгнули опять пышный столбик и в следующий столбик провязали столбик с накидом. Воздушная петелька и опять перепрыгиваем пышный столбик и в следующий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Угу. Вот как мы в первом ряду окошечки делали, точно так же и здесь делаем. 2 воздушные петельки, нырнули вот в нашу арочку из одной воздушной петельки в предыдущий веерочек, да, столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки, раз, два, три, вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Вот, рогаточка. То есть поняли, да? Мы повторяем самый первый ряд. Окошки, рогатка. Дальше будут окошки. 2 воздушные петельки и переключаемся на окошечки. Столбик в столбик. Там, где пышный столбик, там будет у нас окошко. Воздушная петелька. Перепрыгнули пышный столбик и следующий столбик с накидом провязали столбик с накидом. Поняли, да? То есть ваша задача повторить первый ряд. Все, несложно. Давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы повторили самый первый ряд, окошечки, рогаточки, все ровненько, аккуратненько. И я закончила ряд, вот 3 столбика с накидом. И уже, смотрите, даже провязала следующий ряд, чтобы не отвлекать вас, да. Вот мои 3 столбика кромочные. Напомню, что вы можете делать больше, можете делать меньше столбиков. То есть можете их вообще не делать, в зависимости от того, какое у вас будет изделие. Итак, дальше идем. Опять к нашим окошечкам. Первый столбик, и мы провязываем сюда в верхушку столбик с накидом. Ничего сложного. А дальше помним, да, как во втором ряду. В каждом окошечке будут пышные столбики. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И закрыли, так скажем, да, окошко столбиком с накидом. Поняли, да? То есть теперь ваша задача повторить полностью второй ряд. Пышный столбик, а здесь у нас веерочек. 4 столбика с накидом, воздушная петелька, 4 столбика с накидом. Справитесь самостоятельно. Если что, нажимайте на второй ряд, смотрите, повторяйте, у вас все получится. Договорились? Ну и встретимся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот мы заполнили, получается, пышными столбиками наши окошечки и выросли еще одни наши веерочки, да? Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем мы ряд, ну я заканчиваю точно так же, 3 столбика с накидом. И я уже провязала следующие столбики, да, на следующий ряд, чтобы вас не отвлекать. Но смотрите, принцип вы поняли, да? У нас получается сам раппорт вертикальный, раппорт узорчика, 2 ряда. Окошечки, потом пышные столбики, окошечки, пышные столбики, так? Дальше у вас будут опять окошечки, пышные столбики и так далее до нужного вам размера. Но согласитесь, какой интересный и очень простой узор, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Схемки у меня, к сожалению, нет, но я думаю, что вам все понятно и доступно. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Скажу вам, вяжется, конечно, быстро, не остановить. Не подумайте, что много пышных столбиков, это будет долго. Нет, на самом деле настолько быстро, как оказалось. Вот такое вот шикарное получается у нас
будущее изделие, да, а посмотрим уже из ниточек, что это будет. Если это летние ниточки, то это могут быть топики, маечки. Не забывайте, что мы можем узорчики наши, да, переворачивать. У вас могут веерочки смотреть вниз, так. Возможно, это у вас будет интересное что-то пляжное. Там, может быть, маечка, топик, юбочка. Почему бы и нет. Если это у вас демисезонные зимние ниточки, то, естественно, кофточки, кардиганчики, палантинчики, накидочки. Почему бы и нет? Ну, да. Ну, скажем так, дырчато, да. То есть декоративно. Но за счет пышных столбиков очень будет даже интересно. И смотрите, какая еще особенность. Я здесь сделала 3 окошечка и 3 пышных столбика. Вы же можете сделать больше. Вы же можете сделать 5, 7, да, то есть, возможно, у вас будут широкие такие полосочки, и маленькая, узенькая такая будет из веерочков. Опять широкие полосочки и маленькая из веерочков. Почему бы и нет? То есть экспериментируйте. Вы поняли принцип узорчика, а дальше вы уже экспериментируете сами. Одним цветом, двумя цветами. Может быть, у вас будут окошечки и пышные столбики одним цветом. Следующий, получается, окошечки, пышные столбики другим цветом и так далее. Возможно, у вас будет интересный чехольчик какой-то, да, там накидочка с осадочком пряжи. Почему бы нет? А если вы сделаете из полиэфирного, да, шнура, например, коврик, он будет у вас такой интересный с массажным эффектом. Ну, опять же, смотрите, возможно, это будут интересные сумочки. Почему бы и нет? Берите соответствующую пряжу и пробуйте. Давайте замерим красоту. Она у меня вот так вот очень хорошо тянется и вот так вот очень хорошо тянется. Так? Вы пробуйте из ваших ниточек, как будет тянуться точно так же, либо будет меньше тянуться, то есть на ваше усмотрение. Итак, у меня сегодня аж 41 воздушная петелька. И если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то есть в моем случае, например, 22 сантиметра. И опять же уточню, что вы можете, допустим, если делаете палантинчик, да, то вы можете кромочные столбики сделать 3, либо 5, либо 7, либо 10, как хотите. Если у вас будет, например, кофточки, кардиганчики, вы же можете делать без кромочных, правильно? Вот, то есть смотрите, опять же, что это у вас будет такое интересное. Так, и тут первый ряд наборный. Дальше считаем, здесь так удобно считать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Берем по самой высокой точке. Это у нас получается, смотрите, 13, ну и даже с хвостиком сантиметров. То есть я говорю, получается очень большой образец и вяжется очень-очень быстро. Если вы что-то данным узорчиком вязали, я, конечно, данный узорчик только вот увидела и решила вам сразу показать. Если вы вязали данным узорчиком что-то, рассказывайте, что вязали, какими ниточками. Если не вязали, то подбрасывайте идейки, да, новичкам будет очень интересно. Вот, вот такое вот сегодня видео. Узорчик у нас двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше нравится, такая у вас, естественно, будет лицевая. Ну, естественно, данный узор получается очень хороший, раз он двусторонний для палантинов. Ну, это в первую очередь. Надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с подружками, с друзьями в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, вяжите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.